Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Для того, чтобы человек начал зарабатывать больше, он должен в своей стране, он должен научиться есть пищу, которую не едят бедные люди. Он должен научиться есть пищу или делать так, чтобы у него было периодически или постоянно та пища, которую не могут себе позволить обычные люди, работяги. Также стараться максимально убирать ту пищу. Допустим, я в Индии не буду есть рис. Или если я буду жить в Китае, вообще рис не буду есть. Если я буду жить в Италии, не буду никогда есть вермишель. А в Украине не буду есть картошку. Понимаете? То есть то, что привычно. Но если я буду жить в Китае и буду есть картошку, то можно. Очень часто, когда люди переезжают, привыкнув к своей персональной кухне, они переезжают в другую страну и по привычке начинают кушать пищу, ту, к которой они привыкли. И у них начинается очень активный материальный рост. Как наши женщины, которые приехали в Италию и начали кушать по привычке борщ и картошку. У них получается лучше, чем у всех остальных. Почему? Пища формирует социум. Вы представляете, если она формирует социум, то и бедный социум формирует та пища, которую едят большинство людей. То есть если большинство людей едят вермишель или лапшу, то если вы вместе с этими людьми будете есть вермишель или лапшу, то вы не сможете вырваться из этого социума. Вы представляете, как неприятно. Но вернемся все-таки вот к такому обсуждению или к такой теме. Сегодня я вас хочу с чем-то познакомить. Это очень интересный метод такой. Мы, как эзотерики, должны знать. Вы, наверное, знаете о том, что существовала целая секта друидов, которые поклонялись деревьям, которые знали, у которых был культ деревьев и так далее. Зачем это делалось? И могут ли деревья человеку как-то помогать? Да. Каким образом они могут помогать? Точно не так, как говорил Монтекче или Сьюминтан. То есть нельзя обнимать дерево, представлять, будто ты дерево, и у него забираешь энергию. Если забрать у дерева энергию, можно ли это сделать? Можно, оно умрет. Не ты это дерево садил, или даже если ты, то не ты его растил, оно само по себе росло, никому не мешало. Вы знаете, что деревья могут жить до 2500, до 5000 лет. Кстати, здесь находится олива в баре. И эта олива, ей 2500 лет, 2470. Она живет 2470 лет. На ее коре можно рассмотреть лик Божьей Матери, держащей в руке ребенка. Представляете, это в баре находится, да, в баре. Возьмите такси и съездите там, если у вас вот свободное время есть, просто съездите и посмотрите. Нет, вам не нужно куда, вам нужно просто сказать таксисту к оливе, котрой 2400 років, или такой старый. Ну что ж, давайте я расскажу, что делать. Вот смотрите, орех дает плоды, они вкусные, да. Дуб дает плоды. А скажите, они отличаются от деревьев, которые дают цветы? Можно ли сказать, что они отличаются от розы? А зачем нужны цветы? Чтобы нравиться. А для чего нужны орехи? Чтобы кого-то накормить. А вишни? Чтобы тоже кого-то накормить. А вишни сочные? Сочные. А для чего нужны, допустим, деревья береза? Что она может дать? Она может напоить водой, соком. А что такое вода для человека? Вода для человека – это жизнь, это время его жизни. Таким образом, вы представляете, существует ряд практик, которые являются тайными эзотерическими методами. Вы представляете, нужно сесть рядом с деревом каким-нибудь. Допустим, вы хотите продлить свою жизнь. Вы должны сесть рядом с березкой. Или сесть так, чтобы на нее смотреть. И начать ей желать. И говорите, у тебя такие красивые листочки, у тебя такое красивое там береста. Желаю тебе, чтобы береста всегда была у тебя ровненькой, чтобы листочки были у тебя всегда красивенькими, пусть листики будут у тебя пышненькими, и пусть корона твоя будет всегда разрастающейся, и пусть корни твои будут всегда ровненькие, и пусть они всегда будут там разрастающиеся, и пусть стан твой будет ровным, и пусть ты всегда будешь красивой, и всегда радуй глаз всех, и животных, и людей, и всегда пусть у тебя будет водичка, и всегда будет у тебя что покушать.
Вот так вот. Что произойдет? Если вы так пожелаете березке, то она на протяжении целого года будет обязательно с вами делиться частью жидкости, которую она производит. И эта часть жидкости будет фактически энергетически являться вашей жизнью. Если вот таким образом нажелать березе, то тогда ты будешь жить более долго. Также станешь здоровым. Если нажелать ореху, то тогда в твоей семье всегда будет много еды. Или желудю, тогда вообще всегда будешь иметь много-много денег и много возможностей. Почему? Дуб дает много желудей. Поэтому если его вот хвалить или ему желать, и желаю тебе, чтобы ты разрастался, и пусть твои ветви разрастаются. Минус. Если вы это дерево пожелали, то вы не имеете права его обрезать. Поняли? Не имеете права его рубать, его обрезать и что-то с ним делать. То есть любой другой да, а вы нет. Елка — это много событий в жизни. Можжевельник создает запах. Это создаст для вас славу, потому что запах — это когда человеки думают. То есть можно сесть возле... Оливка тоже дает плоды, кормит людей. То есть нужно... Липа дает цветы, человек должен расцвести. То есть вас начнут видеть красоту, молодость, яркость какой-то. Плоды. То есть здесь все банально просто. Если цветы, то вас видят красоту. Если запах, то вас видят славу и почет и уважение. В случае, если это плоды, то тогда вам начинают вести материально и там много. Скажите, это человеку нужно? Смотрите, как просто работать. Подошли к какому-нибудь дереву, который там никто не срубит, и начинаете говорить: и пусть твоя кора растет хорошо, и расти ты высоко, и ты моя хорошая. Вот так вот. При этом нужно как можно больше ласковых слов сказать. Это может быть ваше тотемное дерево. У друидов такое было. Каждый знак зодиака имел свое тотемное дерево. То есть считалось, что если человек, допустим, скорпион, то его тотемное дерево — это орех. А если человек весы, его тотемное дерево — ольха, ну и так далее. То есть они еще и говорили, что есть тотемное дерево, если вот таким образом, как я вас научил в друидской молитве, хвалить и желать дереву что-то, то тогда ваше тотемное дерево будет вас еще и оберегать. Представляете? Таким образом оно будет, а если его спилят, ничего страшного. Дело в том, что деревья все между собой соединены энергетически, поэтому их семья орехов будет охранять вас на протяжении всей вашей жизни и даст вам присущую вам определенное качество или определенную черту. Если хотите, я прямо сейчас могу зайти в интернет и сказать, какому знаку какие соответствуют друидные деревья. Да? Сами посмотрите дома, у вас же есть интернет, сможете сами посмотреть. Таким образом можно определить, какое для нас дерево является тотемным. Если найти свое тотемное дерево, его не нужно пилить, рубать, там что-то с ним делать. Во дворе нужно найти. Я обязательно сделаю из каждого дерева, которое там во дворе у меня растет, сейчас обязательный тотем для каждого ребенка. И буду после этого говорить там: ой, какие красивые у тебя березочки, там листочки. И пусть в твоей жизни будет все хорошо, и листики твои цветут, и твои там соки выделяются и так далее. Поняли? Где-то так. И пусть тебя земля питает, и дождик пусть тебя умывает, и там что только в голову взбредет. Это делается медленно, то есть нельзя говорить это быстро. Так я сказал, чтобы быстро. Нет, это медленно, как будто ты в каком-то трансе находишься. Садишься, значит, пусть твои листочки всегда шевелятся и радуются. Но это не должно быть указание. Я хочу, чтобы твои листья... Ну почему вы думаете, что нужно указывать? Пожелания должны быть. И пусть корни твои всегда будут ровными, и пусть стан твой будет прямой и высокий, и пусть корона твоя разрастается, и пусть веточки твои удлиняются, и пусть все тянутся к солнцу, и пусть солнце тебя греет. Ну, где-то так, поняли? Пожелания. Если человек желает розе, то тогда, когда роза расцветет, то у человека будет просто невероятные красивые события жизни. Попробуйте посадить розу, сядьте и скажите: пусть тебя там никто не трогает, не ломает, пусть тебя земля защищает, ветер не ломает, дождик поливает, и пусть у тебя такие красивые там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ваши пожелания повторять многократно не нужно. После этого можете оставить эту розу. Когда она распустится, то у вас будет столько поклонников, вы будете в шоке. Как никогда в жизни. Если она будет пушистой, красивой, будет много цвести, у вас будет куча людей, которые начнут вами засматриваться, обожать, там, что-то хотеть от вас. А когда она доцветет,
то магия ваша исчезнет. Ну, хотя бы как... Я поэтому и говорю, что лучше это делать все-таки с деревьями. Их на дольше хватает, правильно. Также здесь есть олива, представляете, ей 2400 лет, она кормит. Я считаю, что если рядом с этой оливой там такие, ну и пусть у тебя там и живи еще долго, и пусть листочки твои всегда там будут на тебе, и пусть веточки твои будут еще такими, вы ей нажелаете, и после этого это все с вами будет происходить. Вы даже не представляете, когда человек, допустим, этого желает растениям, как ни странно, растения — существа, которые создают звук. И этот звук, это звук, который вы произносите, допустим, там хампра, там, или там еще какой-нибудь. И растение слышит, ему это нравится, потому что это хвала, смешивает это как бы сознанием вас, и после этого будет там целых 100 лет думать о вас, и будет в вашу сторону посылать импульсы. Представляете? Таким образом, если быть человеком, который хвалит деревья, могу сказать, что, конечно, близкие этого не поймут, а вот вам этого и нужно, да, то есть вам зато будет интересно увеличить материальное благополучие, стать более молодым и красивым, выздороветь и так далее. Правильно, да? Вот теперь мы это знаем. Вам было это интересно? Ом Намah Shivaya. Ом Намah Shivaya. Ом Намah Shivaya.